Смуглые копыта вздымали в воздух клочья рыхлой земли, разбрасывая их в стороны. Из глотки лошади вырывалось пронзительное ржание, от которого стыла кровь в жилах. Павел, вцепившись в ограду кладбища, тщетно пытался прорваться к свежей могиле. Его сдерживали соседи и родители жены. Все взоры были прикованы к лошади, обезумевшей от горя. Она разрывала могилу, в которой покоилась Агата, женщина, похороненная всего несколько часов назад. На окраине глухого уральского хутора под названием Речное егерь Артем Иванович Савельев в одиночестве коротал вечер на крыльце. Годы работы в тайге научили его тишине. Он вычищал ружье, как делал это сотни раз, и размышлял о жизни. 60 лет за плечами, 5 из них в одиночестве после смерти любимой Надежды. Лес стал его собеседником, дом — крепостью. Телефонный звонок прервал его размышления. Дочь вновь уговаривала его переехать в город, но Артем остался верен земле, на которой прожил всю жизнь. День выдался холодный, промозглый. Ветер носил по двору сухие листья. Нужно было проверить южный сектор леса. Туда зачастили браконьеры. Пока егерь собирался, на пороге появился Тимофей Яковлевич, табунщик из соседнего села. Старик был встревожен, рассказал о дурном сне, о том, как лес будто предостерегал, вручил Артему мешочек с оберегом, на всякий случай. В лесу царила непривычная тишина, даже птицы будто ушли глубже в чащу. Через 2 часа пути Артем обнаружил капкан, в котором томилась молодая кобылица. Еще же ребенок с кровавой раной на ноге. Он осторожно приблизился и стал освобождать ее. Лошадь не сопротивлялась, в ее глазах не было страха, только боль и усталость. Разжав ржавый механизм, егерь укутал ее в свою куртку и повел домой. У печки он обработал рану, наложил жгут, принес воды и сена. Лошадь не могла стоять, но пыталась смотреть ему в глаза. Так у Артема появилась Заря. Кобылица с шерстью цвета рассветного тумана. Неделями он выхаживал ее. Хуторяне считали его чудаком. Не собаку, не козу, а дикую лошадь спас. Но Заря осталась. Не пыталась уйти. И в какой-то момент, разглядывая мешочек, подаренный табунщиком, Артем нашел в нем крохотную фигурку лошади, вырезанную из бересты. Заря ткнулась носом в его ладонь, словно что-то поняла. Со временем здоровье Артема стало сдавать. Он решился на переезд к дочери в город. Зарю доверил своему внуку Павлу и его жене Агате, молодым, полным сил. Они переехали в хутор, чтобы присмотреть за домом и лошадью. Агата поначалу боялась Зарю. Та держалась настороженно, не подпускала к себе. Но с наступлением беременности все изменилось. Лошадь словно стала тенью женщины. Следовала за ней, охраняла, спала у крыльца. Агата начала доверять ей, разговаривать, делиться своими тревогами. Их связь крепла. Зима была суровой. Павел усилил печь, установил датчики угарного газа. Но однажды, когда он ушел на дежурство, произошла беда. Агата, забыв открыть заслонку, отравилась угарным газом. Заря весь вечер тревожно фыркала, била копытом, будто знала, что внутри беда. Когда Павел вернулся, он нашел жену без сознания. Врачи констатировали смерть. Женщину похоронили на следующий день. Через 3 дня после похорон Агаты в хуторе начались странности. Заря исчезла. Ни в хлеву, ни на пастбище ее не было. Павел и соседи обыскали окрестности, но только под вечер ее нашли на кладбище. Лошадь была вне себя. Огромными копытами она взрывала снег и землю на свежей могиле, мотала головой, ржала, будто пыталась разбудить кого-то, кого никто не ждал услышать. Сначала люди пытались ее прогнать, думая, что животное обезумело от горя.
Но в тот момент, когда один из мужчин поднял руку с лопатой, под землей донесся слабый, едва различимый стон. Кто-то закричал. Все замерли. Затем, будто в панике, стали разгребать землю руками и инструментами. Крышку гроба вскрыли, и на них взглянули слабые, чуть приоткрытые глаза Агаты. Она дышала. Это было чудо. Литургический сон — редчайшее состояние, в котором тело замирает, словно в смерти, а сознание погружается в глубокий сон. Врачи позже скажут, что угарный газ, возможно, сыграл парадоксальную роль. Замедлив жизненные процессы, он дал шанс на выживание. Особенно невероятным было то, что плод тоже оказался жив. Сердцебиение малыша прослушивалось четко. Мать и ребенок были спасены. Когда Агата пришла в сознание в больнице, она не сразу поняла, что произошло. Позже она рассказала, что все это время слышала голос, или не голос, ржание, которое отзывалось в ней эхом. Оно звало, не давало уснуть навсегда. Это была Заря. Лошадь, которую она сначала боялась, потом полюбила. Та, которая не сдалась, когда все остальные поставили крест. Прошли месяцы. Агата восстановилась, и на свет появился крепкий мальчик, которого они с Павлом назвали Артемом в честь прадеда. Заря приняла его как родного. С первых дней она сторожила колыбель, не уходила из дома. Она позволяла малышу тянуть свою гриву, грызть ушки и стоически переносила все, будто зная, этот ребенок — продолжение чуда, свидетелем которого она стала. Весной в хутор вернулся старый Артем Иванович. Его встретили теплым чаем, новостями и долгожданным правнуком. Он сел у крыльца и долго смотрел, как малыш играет в пыли, рядом с уже постаревшей, но все такой же зоркой Зарей. Он не говорил ничего, просто гладил лошадь по шее, ее шершавую кожу, и смотрел в ее мудрые, внимательные глаза. Хутор гудел от слухов. Историю Агаты рассказывали приезжим, пересказывали соседям, делились в магазинах и возле колодца. Но для Артема эта история была не просто чудом, это была часть его жизни. Личной, глубокой, сокровенной. Той, что не рассказывают напоказ, а хранят, как жаркий уголек в сердце. Как теплое дыхание лошади у щеки в зимнюю ночь. Как тихое небо над головой, когда заря поднимается над родной землей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.